Сколько людей пало в борьбе за этот трон? Но на данный момент он мой. В общем, посидел я на оригинале легендарного уже Железного трона из культового сериала «Игра престолов», и, надо отметить, довольно неудобная железяка. На нем не расслабишься. Да и поговаривают, у посидевшего на нем появляется множество врагов. Не могли раньше предупредить. В общем, кому надо приключений на свою голову, вам сюда, на остров Локрум, что по соседству с Дубровником. Если вы поклонник сериала, тут найдете кучу локаций, где проходили съемки. Вскоре выйдет видео про сам Дубровник, там расскажу подробнее. А пока рассказ про проклятый остров, который, надо отметить, неплохо так отрабатывает свою мрачную славу. Не, давайте сначала о хорошем. Ведь остров не всегда был проклятым. Он неплохо защищал многие столетия Дубровник от врагов. А еще на вот этих вот скалах потерпел кораблекрушение в сильнейший шторм сам король Ричард Львиное Сердце. Легендарный король возвращался домой из третьего крестового похода, когда его корабль попал в ужасный шторм. Команда уже прощалась с жизнью, сам король, устрашившись, упал на колени и поклялся, что если переживет бурю, то построит церковь на месте, где коснется земли. И вот сразу после этого корабль плавно вынесло в одну из бухт острова. Человек слова, король выделил 100 тысяч золотых монет на строительство, а жители Дубровника убедили его, что городу новая церковь тоже не помешает. В итоге долгое время романская базилика в городе была одной из самых красивых в регионе, как и церквушка на острове. Но в 1667 году они пострадали при мощном землетрясении, разрушившем весь город. Сотни лет остров играл жизненно важную роль в защите Дубровника и его гавани. Особенно помогали монахи-бенедиктинцы, жившие тут в монастыре. Во время войн или вспышек чумы они использовали дымовые сигналы или костры, чтобы предупредить город о приближающейся угрозе с моря. Фактически были первым бастионом Дубровника. Но в итоге под раздачу попали и монахи. Монахи с этого монастыря были изгнаны войсками Наполеона, за что и прокляли его. С тех пор на острове запрещено ночевать. Вы спросите, какая взаимосвязь? Монахи, Наполеон, ночлег. Кто его знает? Проверять, по крайней мере, я точно не буду. Судьба Бенедиктинского монастыря трагична. В 1798 году сюда пришли войска Наполеона. Бонапарт приказал монастырь разрушить, монахов выгнать, а на самой высокой горе острова построить форт-рояль. Монахи отслужили последнюю мессу в древнем храме, после чего с зажженными свечами, которые держали вниз в знак проклятия, обошли в остров, проклиная всякого, кто будет использовать остров в своих целях. Вот с тех самых пор остров и получил прозвище «Проклятый». Правда это или всего лишь легенда, неизвестно. Но вот судьба всех следующих владельцев острова весьма незавидна. Наполеон, как мы помним, вскоре скончался на другом острове. Все трое выполнявших приказ о ликвидации монастыря были убиты. Следующий до этого сказочно богатый владелец Локрума подчистую разорился и продал остров. Купивший остров Максимилиан Габсбург, брат императора Австро-Венгрии Франца Иосифа, только 3 года пробыл императором Мексики и в ходе войны был казнен повстанцами в свои 34 года. Владелец острова после Максимилиана потерял своего единственного наследника в процессе, казалось бы, безобидного переезда с Дубровника на остров. Чуть позже здесь убил свою юную любовницу и застрелился сам сын императора, кронпринц Рудольф. В общем, сегодня на острове никто не рискует жить. Но посмотреть тут есть что. Взять хотя бы упомянутый нами наполеоновский форт-рояль. Туда и отправимся. Этой дороге к форту дали странное название – Райский путь. Тяжеловато, однако, эта дорога в рай.
С форта открывается великолепный вид на Дубровник. Это высшая точка острова, она доминирует над окрестностями, в том числе и над самим Дубровником. Теперь понятно, почему перед Наполеоном гордый город склонился без сопротивления. От жары на острове спасают две вещи – густая растительность и само море. Кстати, у острова есть даже свое мертвое море. Так прозвали небольшой внутренний водоем с морской водой, который сообщается через подводные пещеры с Адриатическим морем. И здесь вам точно так же, как и на всем острове, не дадут покоя павлины. Они на острове как домашние куры. Их завез в середине 19 века император Мексики Максимилиан. С тех пор они расплодились тут как кролики. О, кстати, о кроликах. До поездки начитался советов туристов типа «берите на остров морковку, будете кормить с руки кроликов, которые по острову тучами носятся». Фиг вам, ни одного не встретили. Как выяснил, они сожрали чуть не четверть ботанического сада, и в один год резко все вымерли. Прям не знаю, на кого и думать. То ли коронавирус покосил, то ли проклятие монахов их зацепило. Но здравый смысл подсказывает, что ввиду вреда для островной растительности их просто втихую траванули. Если у вас есть другие объяснения, go в комментарии, с удовольствием почитаю ваши версии. А ботанический сад, который чуть не схомячили эти пушистые твари, тут реально огромный и очень богатый. Его основу заложил тот же Максимилиан Габсбург. В 60-е годы югославские власти официально открыли тут ботанический сад. И кто бы вы думали стал его первым директором? Между прочим, этот ботанический сад основал и десятилетиями им руководил уроженец Измаила. Звали его Лев Раевский. Да, этот измаильчанин внес огромную лепту в природное разнообразие острова. Нельзя не очароваться лесом с каменными дубами, черным ясенем, алепской сосной. А уж сколько вокруг экзотических растений, кактусов и суккулентов. Не случайно именно эту локацию выбрали создатели сериала «Игры престолов» для съемок второго сезона. Здесь правили чистокровные, Дейенерис гуляла с Ксара, а нежелательные путники, которых не пускали за городские ворота, оставались навеки в саду гостей. Кстати, сами дубровчане не очень-то теперь и рады тому потоку туристов, который хлынул на их город после выхода сериала. Пошли разговоры даже об искусственном ограничении количества туристов. Так что пока это не ввели, рекомендую приехать. О самом городе расскажу в следующем видео, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ну и лайк поставьте. Жалко вам, что ли? До встречи!